Всем привет! У меня доброе утро, а у вас не знаю. Начинаем новый день. Чистота и порядок. Господи, как приятно приходить, когда все чисто. Мой конь стоит, нас ждет. Привет! Все хотелось купить какие-то краны, там все надо поменять, они буквально их вырвали, забирали куда-то. Также и занимает много времени эти покупки, что-то найти надо, что-то выбрать, всегда переживаешь, понравится, не понравится хозяйке. Когда надо выбрать из 3 кранов, все просто, когда их, 20, то немного сложнее. Покажу вам одну такую тоже мешок мембраны, что я покупал. Для балкона заделывал. Ну и для многих вещей она очень классная штука, как резина получается. Вот она такая, она даже с фиброй, супер материал. Рекомендую. Ходим тут, покупаем, что не хватает. Тратится на этот Leroy Merlin тоже время. Пока что-то найдешь, выберешь, что дешевле, что по размеру, что не по размеру. Вот еще один день. Загрузил. И сейчас отвезем это все. Набирал сегодня 400 евро всякой дребедени. Тут все стоит. Надо привыкнуть к новым ценам. Раньше это было вроде дорого. Много комментариев у меня было. Да что же у вас так все разбросано? Да что ж вы с этим мусором не разбираетесь? Вы думаете так просто? Что думаете? Все это в одну кучу... В один грузовик собрал и вывез. Они все хотят, чтобы разложенное было. Пластик с пластиком, картон с картоном. А тут не поймешь иной раз, где что. И много всего было. Я уже не знаю, сколько мешков вывез. И вот это вот последнее все осталось. Ну как последнее, там еще на траве валяется огромнейшая куча. Ну пока пусть она лежит. Хотя бы здесь пока потихоньку еще есть время на вывоз. Ну, а буквально специально вылаживали все на середину, чтобы удобнее было сортировать. Места-то здесь полно. Ну, вроде бы уже один этап с мусором закончен. Постоянно, каждый день, это главная организация. Там же расписание на вывоз мусора, когда можно, когда нет. Когда дождь, надо внутри что-то делать. Когда солнце, что-то пытаюсь снаружи. Осталось подмести фактически и там чуть в углу убрать. Ну и что сейчас? Время 11:10. Это мы в 6:30 выехали. Пока в Leroy Merlin купили, пока вывезли мусор. Вот уже почти полдня прошло. Вот так вот. Почему я говорю, что когда есть 3-4 человека, 2 человека могли бы работать, а мы заниматься, так сказать, уже этими делами. Да самому еще труднее было бы. Иногда просто надо посоветоваться. Это взять, не это взять, надо, не надо. Так что вот так. Ну идем работать. Покажу, что сегодня будем делать. Ну и напоминаю, подписывайтесь, потому что иногда смотрят до 20 тысяч, а подписчиков всего 4. Кликните мне, помогите чуток. Спасибо. Делал эту крышу, сам принял решение. Боюсь, что меня будет хозяйка ругать. Ну, надеюсь, она меня поймет. Да и всем вам объясню. Здесь все заливалось водой, когда дождь. Вроде бы помещение нежилое, но все равно это ненормально. Вся вода должна отводиться от дома. И это первое правило. Нравится вам, не нравится. Причем здесь я когда устанавливал, тут что-то лежало сверху. Они даже это утащили отсюда, его продали, наверное. Ну, цыгане точно, здесь жили какие-то, итальянские. Думал купить этот типа рубероида сюда постелить. Но его надо было то ли приклеивать, то ли шо, он тяжелый. Купишь, он останется. Я посчитал, вот эти листы я купил 8 евро с чем-то он один. Ну, там, обошлось мне в общей сложности, сколько там, я не помню, уже посчитаю, около 100 евро, может быть. Ну, зато сделана работа. И так вот кусками это закончил, и почти снаружи у меня уже все пучком.
Внизу тоже не было, как этого, пенденса, наклона правильного. Все шло в сторону дома и никакого слива толком. То есть занимались тоже и стяжкой новой. Тоже это как необходимость. Не хватает немного плитки, теперь надо найти эту плитку. Уже 3 магазина объездили, пока не можем найти что-то подходящее. Ну, пока так. Я говорю, проблем немерено. Кого-то, может быть, удивит, что я гвоздями это все прибиваю. Ну, к деревянной крыше это нормально, можно прибивать. Тем более гвозди специальные я купил для вот этой вот красной этой отдельно гвозди, а для черной тоже другие взял. Вообще я вам скажу такой секрет, ну, в частности хозяйке, потому что она тоже смотрит мои видео. Если оставить так, то дальше будешь жить с вечной проблемой, а там все равно течет, а там все равно надо делать, а так ты один раз сделал, психанул, и все, она готова, и вы забыли. Тем более так, как я делаю, вы действительно забудете на многие года. Сейчас иной раз сложно определиться, что дешевле, что лучше. Вот, допустим, тот же Rubberoid раньше стоил рулон 10 метров, около 25, 28, 30. Сейчас посмотрел 45, 50. Понимаете, как поднялись цены? Пачку каких-то гвоздей покупаешь 8 евро, там 7 евро. И вот так вот по мелочам деньги только фур вылетают. Аж страшно. Да и в этой Италии до смешного все доходит. Сегодня делаешь одну работу, выкидываешь вот типа такого что-то, а на следующей работе то же самое надо, идешь покупаешь. Вот так вот. Тут выкидываешь, тут покупаешь. Ну вот так вот получилось. Остался этот краешек. Неправильно он сделан, он вообще не приклеенный. Когда ветер его поднимает, тут все было придавлено кирпичами. В общем, сделаю все по уму, даже не надо приклеивать, достаточно гвоздей. Ничего там не протечет и все будет держаться. Гвозди такие специальные, с широкими шляпками. Ну и здесь уже рядом кусочек тоже был никакой. Думаю, уже доделаю здесь, чтобы какой-то вид был. И там тоже все как-то так странно было сделано. У меня вот это все через задницу меня раздражает. И ну как-то рядом идеально, а рядом кусочек будет никакой. Ну уже сделаю это. Ну и скажу вам еще один секрет, что когда ты работаешь в паре с нормальным напарником, тебя никто не спрашивает, не отвлекает. А как это сделать? Ну он спрашивает, Марьян, всегда. Но в основном он дает советы или сам соображает по-быстрому. Или иногда я просто говорю, Марьян, не спрашивай, вот как сделаешь, так делаешь. Ну тогда он сделает нормально. А много с рабочими работаешь, а как это делать? Иди проверь, это ужас какой-то. А здесь, смотрите, вот он вырезал, сделал, все идеально. Ну, просто супер. Ну, вот так вот получается у нас это. Как бы будет и с этим играть, и хоть более-менее вид станет. Опять есть сигареты в камере. Блин, меня ругает там один оператор знакомый. Не оператор, он монтажер. Но еще раз повторяю, если я уже что-то начал, я это должен доделать до конца, потому что на полпути остановиться и не доделать, это всегда неправильно. Часто люди делают. Этот шприц я купил еще года 1,5 назад. Валялся, думаю, да где же я его буду использовать? Думаю, пусть будет, рано или поздно найдет себе применение. И вот как раз здесь он мне довольно пригодился. Сегодня мы купили с Марьяном вот эту штуку. Вот это. Тут у нас была, видимо, сливная яма. И вот теперь у нас такое супер-пупер. Мы молодцы. Eccolo qua. Com'è? Come ragazzo? Guarda che, Come ragazzo? guarda che forte. Oh, io riempio qua con cemento, eh? Hai visto che è vuoto sotto, hai visto? Sì, metti un po'. Ну, тут так получилось. Здесь, конечно, будет тормозиться, но я это тоже пройду резиной. Когда-нибудь где-то мне будет попадаться, я вам сниму видео или фото, покажу, как люди работают. То засрали бы уже все вокруг.
на такой работе. Но видите, у меня опять же все по высшему классу. Ну как, насколько оно здесь нужен, этот высший класс. Ну и вот этот аппарат я притащил оттуда с помойки со всей кучи. Думаю, дай гляну, что к чему. Что-то оно то работает, то не работает. То что-то там течет с нее. Ну, думаю, попробую восстановить. Что я буду идти покупать новое? Тем более, что и хозяйка не очень заинтересована в этом инструменте. Но он уже есть. Думаю, малыми силами что-то сделаю. Ну вот она намотала здесь у Марьяна чуть-чуть. Не хочет она работать, она останавливается и все. Questo è il miglior artista di Roma. È lui. Никто не делает этой штукой. Я не видел. Меня устраивает. Думаю, вы тоже оцените этот инструмент. Кстати, я не видел, чтобы кто-то им работал часто. Такой хитрый. Ну и ко всему, конечно, надо приспосабливаться. Я уже где-то плитку стуковал такой. Плитка была под камень сделана. И швы очень толстые. И их надо было именно стуковать аккуратно. И тоже вот такой штукатуркой какой-то там. Ну, я использовал капочевуно, кто знает, в Италии. Есть разные насадки на этот шприц. Есть круглые, более широкие. Ну и потом это все мокрой кисточкой, аккуратно, просто вода и все. Приминается, растирается и все стоит как должно быть. Сначала у меня делал так, с той стороны закидывал. А потом понял, что отсюда легче. Так что извиняйте. Теперь исправился. Отсюда закидываю. Ну все. Потом я еще это жидкой резиной красной пройду. И еще будет, фирма Веники не вяжет, фирма Веники плетет. Здесь. Ага. А? Как говорят в Италии, сиамо форти. Ну и вот эта жидкая резина. Тоже хороший материал, но он не такой сильный, как вот то, что я показывал, мешок тот в Лерой Марлене, что стоит 63 евро. Это тоже стоит, но на такие места она идеальная. И есть разных цветов. Есть серая, коричневая, по-моему, и красная такая. Ну, так промазал все жидкой резиной. Прошелся тоже тут. Раз я уже здесь. Там тоже важно очень. Вода стекает и упирается. Здесь. Раз я уже здесь. Надо отремонтировать эту штуку. Она должна сливаться сразу туда. Это очень низко. Ну, хотя бы так. Mariano, in Italia lavorare con palla. Ancora? Così mi è scritto su YouTube.
fare tu il video. Марьян Дичи. No, questi ragazzi Задолбал я его со своим видео. questi ragazzi vivono Да, в другое место. Да, я сам задолбался с этой съемкой. Что вы думаете, работать и снимать не так все просто. Конь. Всё нормально? Ну вот, посчитали и просчитались чуть-чуть. Сейчас едем еще, мешков 8 надо взять. Недорого стоит, около 3,50, по-моему. Стяжка. Едем на Зморс, называется магазин такой. Ну, чтобы вы не думали, что здесь уже совсем глухомань, покажу вам этот городок такой небольшой. Сейчас все скажут, ну, что ж ты там показал? Ну да, я же не ехал там на экскурсию. Мне надо было в магазин и обратно, чтобы успеть доделать эту стяжку. Поставили вниз сетку, опять же все как положено. Этот шкаф тоже, кстати, убрали, был завален барахлом. Ну, а тут напомню, что здесь было. Всю эту плитку, блин, сняли, потому что ей уже все, труба. И все по новой сделали. Сделали уклон к этому сливу. Ну и все так получилось замечательно. Так. Есть эта штука. Работает она. Для травы стричь. Только ее надо отремонтировать. Здесь, блин, пробитый бачок для бензина. Сейчас я его заклею. У меня есть клей такой. И как раз посмотрите, насколько он рабочий. Все свои действия делюсь с вами. И будете иметь мой опыт. Передаю вам. Посмотрим, как получится. Но даю гарантию, что держать будет. Марьян не может налюбоваться. Он просто обожает чистоту. Ой, скромняшка. Ой, как он застеснялся, блин. А, смотрим. Что мы сегодня закончили. Заборчик мой. Уборка наша. Кузі має бути. Ничего себе я сказал. Итальянский, украинский, все на кучу. Так должно быть. Так, лайочки там мне ставим, а? Подписываемся, не забываем.
Ну и вот в такую же мы попали на обратной дороге. Наверное, вот час вот с такой скоростью ехали. Мы не просто так там остановились временно. Вот так вот мы со скоростью 5 км в час двигались в течение часа. Это какой-то кошмар был. Я вам показывал, кто смотрел видео в воскресенье, когда едешь, летишь. А вот это уже было часов 5 вечера. И ничего, ни аварии впереди не было. Ну, вот так вот иногда попадаешься. Ты уже уставший, уже хочешь домой скорее добраться. И вот это вот дыр-пыр, беда прям. Ну, а что делать? Уже и свернуть некуда, и должен ехать. Но кто в больших городах живет, знает, что это такое. Тем не менее, доехал. Ой, все-таки у меня здесь лепота. Хорошо. Лучше, чем на работе. Фу, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, мира и добра.